Это не просто край земли и не туристическая открытка с дымящимися горами на фоне серого неба. Перед нами Камчатка, один из самых нестабильных и взрывоопасных регионов планеты. Территория, где земная кора не находится в состоянии покоя ни на секунду, а кажущееся спокойствие существует исключительно в человеческом восприятии, не способном уловить глубинные процессы, происходящие под поверхностью. Здесь сосредоточена одна из самых мощных зон вулканической активности на всей Земле. На относительно небольшой площади расположено более 300 вулканов, из которых около 30 являются действующими. Некоторые из них просыпаются раз в несколько лет, другие находятся в фазе постоянной дегазации, выпуская в атмосферу диоксид серы, пар и высокотемпературные газы. Самый высокий из них – Ключевская сопка, поднимается почти на 5 километров над уровнем моря и остается активным на протяжении тысячелетий. Это не застывшая гора, а функционирующий геологический механизм, постоянно изменяющий форму и внутреннюю структуру. Камчатка лежит на стыке литосферных плит, в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Здесь Тихоокеанская плита уходит под Охотскую со скоростью 8-9 см в год, разрушаясь, плавясь и превращаясь в магматический материал. Этот процесс называется субдукцией, и именно он является источником землетрясений, извержений и подъема горных массивов. По сути, вся территория полуострова – это внешняя оболочка гигантской тектонической фабрики, работающей в режиме непрерывного давления. Землетрясение здесь не аномалия, а фоновое состояние. Ежегодно фиксируются тысячи подземных толчков, большинство из которых остаются незаметными для человека, но фиксируются приборами. Регулярно происходят и крупные события магнитудой выше 7 баллов, способные изменять рельеф, вызывать оползни и запускать цепные реакции, включая подводные сдвиги и цунами. Камчатка – один из немногих регионов, где ландшафт способен измениться буквально за одну ночь. На фоне этой геологической нестабильности формируется уникальная природная среда. Здесь сосредоточены крупнейшие в Евразии популяции бурого медведя, одни из самых чистых рек с нерестом тихоокеанского лосося и системы термальных источников.
химический состав которых меняется в зависимости от вулканической активности. Гейзеры, фумаролы и кипящие озера – это не экзотика, а прямое проявление процессов, происходящих на глубинах в десятки километров. Особую зону представляет долина гейзеров, редчайший природный комплекс, аналогов которому в мире практически нет. Здесь горячая вода и пар выбрасываются из земли под давлением, создавая циклы выбросов, зависящие от температуры, давления и состояния подземных каналов. Любое изменение в структуре пород способно уничтожить один гейзер и породить новый в другом месте. Эта система нестабильна по своей природе и находится в постоянном пересборе. Климат Камчатки столь же суров, как и ее геология. Резкие перепады температур, влажность, сильные ветра и продолжительные снежные периоды формируют условия, в которых выживание требует адаптации на предельном уровне. Большая часть территории остается труднодоступной и изолированной, что на протяжении десятилетий сохраняло ее в почти первозданном состоянии. При этом Камчатка — это не заповедник в привычном смысле, а живая лаборатория планетарных процессов. Здесь можно наблюдать, как формируется новая Земля, как разрушаются старые массивы, как вода, огонь и камень выстраивают собственную систему, не считаясь с человеческим присутствием. Это территория, где человек не хозяин, а временный наблюдатель. С научной точки зрения Камчатка – это зона повышенного риска и одновременно незаменимый объект для изучения динамики Земли. Любое вмешательство в эту систему способно нарушить хрупкое равновесие, последствия которого могут проявляться на протяжении столетий. Это не регион для освоения, а пространство, требующее осторожного сосуществования и глубокого понимания процессов, которые здесь происходят.
Реки Камчатки являются одними из самых биологически насыщенных в мире по объему миграции лососевых. Миллионы особей ежегодно поднимаются из океана в пресные воды для нереста, принося с собой океанические питательные вещества, которые затем питают целые наземные экосистемы. Таким образом, полуостров фактически функционирует как биологический мост между морской и континентальной средой. С точки зрения биогеографии, Камчатка считается одной из последних крупных территорий в северном полушарии, где сохранилась почти непрерывная цепочка естественных экосистем без фрагментации. Здесь можно проследить полный цикл взаимодействия хищников, травоядных и водных организмов в условиях минимального антропогенного давления. Это делает регион уникальной моделью для изучения устойчивости природных систем. В результате перед нами не просто удаленный полуостров, а один из ключевых узлов планетарной тектоники, где фиксируется живая пульсация Земли. Камчатка — это открытый разлом реальности, в котором сходятся силы, формировавшие облик планеты задолго до появления человека, и которые продолжат свою работу, когда любые следы цивилизации исчезнут. Если Байкал — это застывшая глубина времени, то Камчатка — это его огненное, неуправляемое настоящее.